Привет, друзья, с вами Марти, и под конец года я решил сделать что-то новое, чего я раньше не делал на канале. Да-да, понимаю, сейчас начнете говорить, что скатился, начал делать топы, но я решил, что у меня довольно большой арсенал, и было бы интересно рассказать обо всем, что у меня есть в одном видео, и формат топа, наверное, будет довольно интересным. На некоторые вещи я уже делал обзоры раньше на моем канале, ссылки на них я оставлю в описании к видео, так что посмотрите, если не видели, ну а о других вещах я поговорю более подробно. Ну что, погнали! Тренировочный нож Glock 78, точная копия реального боевого ножа. Это самая новая вещь в моем арсенале. Мне его прислали около месяца назад. Прислал непосредственно производитель, за что ему огромное спасибо за такой классный подарок. Нож удобный, отлично копирует оригинал, сделан из мягкого, но очень прочного полимера. Чем мне понравилась именно эта модель Glock 78, потому что ассортимент у них довольно большой. Тем, что не надо ничего застегивать, чтобы нож не выпадал из кобуры. Он фиксируется отлично, легко вытаскивается, легко вставляется обратно. Все очень классно и удобно. На всякий случай, если кому-то нужен тренировочный нож, я оставлю ссылку на производителя в описании к видео. Ассортимент у них довольно большой, куча реплик реальных ножей, штык-ножей. Выберите то, что вам понравилось. Но поскольку ножами я на играх особенно и не пользуюсь, разве что на ролевках, только 10 место. Дробовик Remington M870 от фирмы Cima. Металлическая версия. Купил я его еще года 3 или 4 назад, и по сути все это время он у меня лежал без дела. И только недавно я начал его использовать на ролевых играх. Думаю, те люди, которые смотрят мои геймплеи, увидели его в игре Эпоха мертвых. Он еще будет в Сталкере, но позже. По сути, эта вещь только для таких игр и пригодна, и немного для CQB, но CQB больше люблю на пистолетах, чем на ружьях. Классический обвес, никакого макпула, я люблю именно классику. Вещь на самом деле очень прикольная, мне дробовик очень нравится, и именно в данном форм-факторе с прикладом и коротким стволом. Но поскольку использовать его можно только на ролевых играх эффективно, 9 место. Glock 18C от фирмы Cima. Дешевый, но довольно эффективный на ближних дистанциях пистолет, если вы играете в здании и противник на дистанции 15-20 метров, не более. Он очень дешевый, в нем по сути ничего не надо менять, да и апгрейд вы не сможете сделать по сути нормальный. Единственное, что я в нем поменял, это поставил LiPo аккумулятор на 7,4 вольта от Power Labs и заменил резинку Hop-Up на качественную, мягкую, поэтому он мне стреляет довольно точно на дистанции метров 20 или даже больше, зависит от массы шаров. Я считаю, что из всех электропистолетов только Glock 18C по-настоящему эффективен. Во-первых, у него есть автоматический режим стрельбы, во-вторых, можно помимо базовых магазинов использовать и удлиненные. И такая пушка в здании, в тесном пространстве будет довольно эффективна даже против привода. Но поскольку использую его только зимой, 8 место. Топор. Я думаю, те люди, которые хоть немного увлекаются компьютерными играми, поняли, что это копия пожарного топора из игры DayZ. Его гуманистическая версия. Сделан он из мягкого полимера, то есть можно бить по кому угодно со всей силы и не бояться, что причинишь человеку травму. А вот в рукоятке внутри находится пластиковая направляющая, поэтому она не гнется и ей лучше не бить. Я его сделал около 4 лет назад, точнее как заказал, чтобы мне его сделали около 4 лет назад, специально для съемок моего сериала «Игра на выживание», но использовал я его только в одной из серий, и с тех пор все 4 года он у меня так же, как и дробовик, лежали без дела, и только недавно на ролевой зомби-игре я его использовал. Я думаю, это самое эффективное оружие против монстров на ролевых играх, поэтому если соберетесь, рекомендую заказать себе именно такую штуку, если это допускают правила. Glock 18 на грин-газе от японской компании Tokyo Marui. Я купил его около 5 месяцев назад и с тех пор уже раз 10 успел пожалеть, что это сделал. До этого у меня был Glock 17 от компании VE, также на грин-газе. И он был идеален, ему было 3 или 4 года, у него был небольшой тюнинг, и он отлично стрелял, далеко, метко.
Но мне захотелось, чтобы оба пистолета у меня были именно Glock 18, одинаковые, под кобуру одну и ту же, и мне порой не хватало автоматического режима стрельбы, в том числе и на грингазовском пистолете. Поэтому я подумал, ну куплю Tokyo Marui, отличный пистолет, деньги у меня есть, конечно, не дешевый, но вещь того стоит. И у меня начались с ним проблемы. Как в итоге выяснилось, причиной такого странного поведения пистолета был слишком мощный грингаз. Ну точнее, грингаз был обычный, просто пистолеты Tokyo Marui рассчитаны на гораздо более слабый газ. Ну вы знаете, Япония, Азия, они там привыкли к слабым пушкам. И мощности байка просто не хватало, чтобы продавить клапан магазина. Поэтому в мастерской мне поставили более мощную курковую пружину, и все стало работать идеально. Он стал даже мощнее стрелять, мощнее у него стала отдача. Вот то, что надо. Я, конечно, понимаю, что после такого апгрейда пистолет умрет у меня быстрее, в частности, пластиковый затвор быстрее сломается, но я пистолетом на играх пользуюсь не настолько часто, чтобы он у меня быстро сломался. Думаю, на 2-3 года уж точно мне его хватит. Что касается пластикового затвора, я хотел, чтобы пистолет был просто легче, чем пистолет с металлическим затвором, потому что в кобуре тяжелый пистолет, таскать не очень удобно. И в целом, теперь я этим пистолетом полностью доволен. АКС-74У от фирмы Cima, модель CM045. Купил я его год назад, когда продал все свои более старые калаши от компании E&L. И АКСУ я решил взять, не поверите, в качестве вторички, когда начал серьезно заниматься снайпингом. Потому что огневой мощи пистолета мне не хватало на играх. Именно Cima я выбрал, потому что по сравнению с конкурентами LCT или E&L этот привод оказался самым легким. Заметно легким. Все-таки с тяжеленным LCT или E&L бегать было бы не так удобно. Тюнинга я никакого не делал, более того, привод даже не перебирался. Каким он был из коробки год назад, такой он и сейчас, и он идеально работает. Единственное, что пружина немного просела, выдавал он почти 130 метров в секунду, сейчас выдает около 120, но для ближнего и среднего боя этого более чем достаточно. Мне на самом деле вот калаши от Cima очень нравятся. Это линейка 7040, вот 7045, 048. Я считаю, что за свои деньги отличные привода для начинающих или для тех, кто не хочет таскать тяжеленные привода от компании LCT. Выбор неплохой. Снайперская винтовка VSR-10 от компании Tokyo Marui. Я потратил кучу времени, сил и денег, чтобы довести ее до ума, но в итоге сейчас это отличная снайперская винтовка, и результативность вы могли видеть в моих снайперских геймплеях. Сейчас она выдает где-то 172-175 метров в секунду и бьет где-то на 70-80 метров, может чуть дальше, зависит от тяжести шара. Я обычно использую шары 0.46 Новрича, у меня их еще немало осталось, либо 0.43 Mad Bull, поскольку стараюсь я стрелять на играх не так много, я обычно за игру высаживаю 2-3 магазина, то есть 50-70 выстрелов делаю и укладываю где-то 5-10 человек. Я стараюсь бить наверняка, поэтому стреляю обычно с дистанции 50-60 метров. Все, я выбываю. В последнее время я уже довольно редко записываю снайперские геймплеи, потому что сам уже подостыл к снайпингу, да и зрители подостыли к снайперским геймплеям. Не так много они набирают просмотров, как раньше. Все-таки я думаю, что хайп на страйкбольный снайпинг уже прошел, и зрители хотят чего-то другого, чего-то нового и более динамичного. Но, тем не менее, винтовку я продавать не планирую, периодически я буду записывать с ней геймплеи, так что те, кто любит страйкбольный снайпинг, для вас еще будет материал. Открываем тройку финалистов СВДС от фирмы Cima. Точнее, от Cima тут остался только корпус. Внутри практически все заменено на более серьезные качественные детали. Мороки с этой винтовкой было не меньше, а возможно даже и больше, чем с VSR-10, которая была чуть ранее. Но в итоге получилась очень эффективная и, пожалуй, даже читерская винтовка. Поэтому играю я с ней обычно зимой, когда листвы нет и когда
вовсю можно применить ее читерность. Выдает она сейчас около 165 метров в секунду, использую я 0,36 шары, и она их закидывает примерно на 60 метров. Винтовка полуавтоматическая, довольно скорострельная, сказал, нет, даже очень скорострельная, поэтому боюсь даже с ней играть, так быстро она укладывает противников. Вещь отличная, но только 3-е место. Я думаю, вы уже догадались, какие привода заняли первые 2 места, но кто же на втором? Wildhawk 13.5 от компании GNG. Этот привод у меня уже более полугода, и он просто супер. Напомню, что я выиграл его на фотоконкурсе GNG, точнее, выиграл я не его, а другой привод, затем в одном из магазинов я поменял его с доплатой. Взял я самую длинную модель, поставил сюда тонкий стволик длинный, калибра 6,01 мм, и некоторые детали гирбокса я также заменил. Чем мне нравится этот привод? Ну, во-первых, он очень легкий, особенно по сравнению с калашами от E&L, которые были у меня ранее. Очень эргономичный, удобный. Все это я рассказал в обзоре на него, ссылка будет, кстати, в описании. Привод получился очень точный, бьет на 50-60 метров, стреляю я 28 шарами, и по моим геймплеям вы, наверное, можете понять, насколько он точен и эффективен. Также мне нравится электронный спуск, то есть могу очень быстро работать одиночкой, как вы могли видеть, я в основном одиночкой с этого привода и работаю. Но есть, конечно, и минусы, которые выявились в ходе эксплуатации. Во-первых, очень быстро садится аккумулятор, даже на 1500 мАч, у меня даже на одну игру воскреску не хватает, приходится менять. Но это, скорее всего, вызвано 2 факторами. Во-первых, потому что я работаю одиночкой, а одиночка сажает аккумулятор намного быстрее. Во-вторых, потому что у привода есть MOSFET, он также чуть быстрее сажает аккумулятор. Далее, появился небольшой люфт цевья. Отмечу, именно цевья. Ствол к ресиверу приделан очень крепко, и с цевьем ствол не соприкасается. Когда цевье начало люфтить, я сначала его сильнее затянул, но это сильно не помогло, поэтому я решил проблему кардинально. Я взял вспененный полиэтилен и проложил им пространство вокруг ствола, и люфт ушел. Еще один минус – это люфт трубки приклада. Приходится ее подтягивать практически после каждой игры. При помощи отвертки подтягиваю внутренний винт, но это в принципе типично для многих приводов M-серии или подобных, у которых есть трубка приклада. В остальном привод мне очень нравится, на игре очень эффективен, но только 2-е место. RK74E от компании GNG. Это самый новый привод в моей коллекции. Он у меня уже почти полгода. И как только этот привод у меня появился, он мне понравился даже больше, чем привод, занявший 2-е место. Почему? Ну, во-первых, я люблю калаши, поэтому предпочтение отдал именно АК-серии. Как-то мне более привычно держать АК в руках. Но за долгие годы, что я играл с приводами АК-серии, я немножко подзадолбался их таскать. Но если учитывать, что стальной АК страйкбольный весит тяжелее, чем боевой, таскать его не очень удобно. Этот привод очень легкий, он почти такой же по массе, как и привод М-серии схожего размера, чуть тяжелее, потому что сделан из алюминия. Но обо всем этом я рассказал в подробном обзоре, который есть на моем канале. Мне понравилась его компактность с одной стороны, наличие дополнительного обвеса, телескопический приклад, цевье удобное. Но есть и минусы, которые выявились в ходе эксплуатации. Ну, во-первых, защелка с 2 сторон выпирает, защелка магазина. Это не очень удобно, потому что когда бежишь, задеваешь за снаряжение, и магазин может отстегнуться. У меня такой проблемы никогда не было. А вот Алена каким-то образом так на одной игре потеряла аж 3 магазина, потому что бегала и с этим приводом и прижимала его к себе. Скорее всего, я потом отпилю эту защелку по бокам, она просто не нужна. Во-вторых, так же, как и у предыдущего привода, после каждой игры практически разбалтывается трубка приклада. Приходится отверткой подтягивать винт, но это мелочи. В остальном все прекрасно. Я в обзоре говорил, что, возможно, отпилю левую рукоятку затвора.
нет никакой необходимости. Когда играю, я ее даже не чувствую. Но при этом очень удобно настраивать хоп-ап при помощи рукоятки и вот такой защелки на переключателе режима огня. После покупки я сразу сделал небольшой тюнинг, поставил тонкий стволик калибра 6,03 мм, резинку хоп-апа и заменил еще нозл на алюминиевый. Больше ничего не менял, привод работает отлично, с момента покупки я никаких деталей больше менял и ремонта он не требовал. Работает он просто супер. Выдает он сейчас около 125 метров в секунду, использую 0,25 шары и бьет он где-то на 50 метров, я уверенно попадаю в противника. Конечно, он не такой дальнобойный и точный, как предыдущая модель Wildstorm 13.5 из более короткого стволика и не такого крутого, тут 6.03, там 6.01, но в целом меня его эффективность устраивает. Отличный привод. Вот такой получился топ-10. Надеюсь, вам понравилось, так что поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, на мои соцсети, все ссылки в описании к видео и удачи на игре!